Козероги, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш прогноз, называется он «Мабон. Урожай года», именно о кратком таком срезе событий в периоде с февраля по сентябрь 2022 года. Почему именно такой временной отрезок и что конкретно будем смотреть? Колесо года, либо праздник года, это языческие праздники, у нас начинается с имболка, то есть с начала года. Он у нас стартовал 1 февраля 2022. Сейчас у нас 23 сентября, день осеннего равноденствия, когда у нас день и ночь равны. Называется этот праздник Мабон или урожай года. То есть когда летний период у нас будет сменяться уже сбором урожая, осень, и мы готовимся к зиме, соответственно, нужно посмотреть, просчитать свои ресурсы, осознать, что мы уже сделали, к чему готовиться и какие события еще нам предстоит пережить. Поэтому настраивайтесь и будем с вами смотреть цепочку событий. Первое, что мы с вами анализируем, это в первую очередь, что вам давало жизненные силы весь этот период. То есть откуда вы черпали энергию в период с февраля по сентябрь 2022 года. Откуда? Пятерка жезлов – это вопрос борьбы. Вам давал возможности жить, творить, любить и двигаться дальше. Борьбы с обстоятельствами, с текущей ситуацией, борьбы с самим собой, либо конкурентная среда. И неважно, будь то личная жизнь, профессиональная деятельность, социум. Вот это вас постоянно подстегивало и давала старт, возможности развиваться, двигаться дальше, адаптироваться к новым ситуациям, адаптироваться к изменениям, потому что вот этот внутренний огонь, это несогласие, и было основным мотиватором укрепиться в текущей ситуации, ну, по сути, показать всем, где раки зимуют, потому что здесь это... Вы знаете, как человеком номер один в какой-либо нише, то есть отстоять себя в конкурентной борьбе. Мы сейчас посмотрим, каковы ваши слабые стороны были в этот период. Так. Здесь в чем-то легкость, непосредственность, инфантильность. Я не могу сказать, что глупость или бездумие, это не так. Но, знаете, ко всем событиям вы почему-то относились совершенно спокойно и легко. В чем-то даже не осознавали вопросы угрозы, бедствий, либо того, как это может отразиться на вашей жизни. Поэтому вот ваша слабая сторона заключается в этом, но и у некоторых, это чисто козерожья черта, в чем-то вы очень сложный на подъем, потому что вам нужно все обдумать, просчитать, это по принципу 7 раз отмерь, 1 отрежь. Вот это ваша позиция. То есть иногда нужно действовать быстрее, активнее, решительнее, и вы будете получать больше результатов. Что в этот период являлось вашей сильной стороной? Умение сохранить комфорт, баланс в любой ситуации. То есть вас невозможно было выбить из колеи, что бы там ни происходило. Свистели ли у вас пули над головой, или вы находились в стрессовых условиях, или все навалилось и сразу, но вы в любых жизненных ситуациях умели сохранять баланс. То есть это то, что вам позволило не только держаться на плаву, но и двигаться дальше. У многих это за счет духовного, личностного роста, у кого-то за счет духовных практик, та же йога, пилатес, либо тибетские практики. Но это действительно взращивает в вас энергию, взращивает в вас внутренний стержень. И это прекрасно. За что вы должны быть благодарны прошедшему периоду? За что? По шестерке пентаклей так складывались обстоятельства, ситуация, что сама Вселенная, сама судьба шла вам навстречу. Вы получали помощь от неожиданных людей, из неожиданных источников. И неважно, что это. Помощь финансовая, помощь словом, помощь делом, поддержка в чем-то или протекция. Но здесь вы даже об этой помощи особо могли не просить. Я говорю, появлялись необходимые люди, складывались обстоятельства. Например, вам нечем было ехать, нашелся человек, который вас там готов отвезти. Или вы не могли выучить какой-то материал, нашелся наставник, который готов вам был дать эту базу знаний, с вами позаниматься. Либо что-то дать вам безвозмездно. То есть удача сама шла в руки, и многие возможности давались извне. Я не могу назвать это просто так, это по карме. Потому что
Как вы относились к людям, сколько вы занимались благотворительностью, сколько вы отдавали во Вселенную, помогали иным, вот в рамках этого периода это вам возвращалось старицей. Так, над чем вам нужно еще поработать? Вот до конца года. Над чем? По аркану Солнца. Но Солнце – это счастье, это радость, это целостность. Во-первых, это отдых. Отдохнуть, восстановиться, набраться сил. Далее, по Солнцу это, в принципе, научиться получать радость и видеть эту радость в мелочах. Радоваться всему. Чашке кофе, рассвету, время, проведенному с друзьями. Или даже если это какие-то склоки на работе, понимать, что это все временно и на самом деле закаляет ваш характер. По Солнцу нужно быть больше оптимистичным, больше открытым, больше радушным, больше отдыхать, заниматься любимыми вещами, выходить в социум, общаться, создавать круг друзей, знакомых, потому что вам не хватает вот этой коммуникации, вы во многом слишком закрыты. Еще это акцент уделить внимание детям, либо если на повестке дня у вас стоят вопросы зачатия, деторождения, то активно над этим работаете. Солнце, поскольку карта очень многогранная, она еще может говорить о том, что нужно заняться профилактическими моментами, а именно вопросы укрепления вашего здоровья и вопросы энергетической защиты. То есть для вас это немаловажно. Хорошо. Каков главный кармический урок прошедшего периода? То есть что вам нужно было пройти, понять, осознать? Был ряд событий и ситуаций по девятке мечей, когда все ваши страхи вылезли наружу. У каждого они свои. Страх остаться одной, быть брошенными, страх болезни, смерти, потери работы. Ну, неважно, что у каждого свое. Поверьте, у каждого из нас страхов, тараканов в голове более чем достаточно. Так вот, каков был главный кармический урок? Обстоятельства и ситуации, которые складывались, помогли вам эти страхи преодолеть, побороть, осознать, принять и грамотно с ними поработать. Особенно если это были панические атаки, тревожные состояния, то найти выход из этих ситуаций. Так, каков кармический урок вам еще предстоит пройти? Что же там? Ну, по тузу чаш это вопросы отношений, это создание зоны комфорта, получать удовольствие от жизни. Видите, жизнь полная чаша. Вот вам к этому нужно стремиться, создать себе такие условия жизни, хвататься за обстоятельства и, знаете, быть открытыми, добросердечными, порядочными, оказывать помощь, поддержку другим людям, стараться поддержать добрым словом, то есть напитывать позитивом. И вот это вам будет возвращаться, стократно, потому что по этой карте, любовь будет, вы знаете, вот прям она будет... не могу сказать, что прям кипеть в вашей жизни, но у вас все будет окутано любовью, будет окутано радостью. И ваша задача научиться принимать и любовь, и дарить эту любовь, и выражать свои эмоции, потому что, зачастую у вас с этим проблема. Что вам в этом будет помогать? Стечение обстоятельств, судьба, карма, фортуна. Хотите ли вы, не хотите, то, что прописано свыше, этого не изменить. Поэтому остается только принимать, адаптироваться и подстраиваться. Поэтому вот так. Хорошо, что вам будет мешать? Мешать это ваше такое, вы знаете, хоть это и не ваша карта, не козерожье, но правосудие это такая предвзятость. Так, почему этот человек появился в моей жизни? Для чего? А что он от меня хочет? Это, знаете, такая у вас излишняя критика, оценочное суждение, предвзятость, поиск во всем какого-то подвоха. Карты говорят, да, будьте справедливыми, никто от вас не требует всех принимать распростертыми объятиями, но не будьте излишне критичны, потому что вот эта критика по отношению к другим и по отношению к самому себе или себе самой, она может с вами сыграть злую шутку. Хорошо. От чего вам нужно освободиться? От чего? От чего вам нужно освободиться? Ох, у вас прям как у стрельцов. Понимаете, как на подбор. 1 в 1. Девятка пентаклей. И нет, это не от денег освободиться. К сожалению, здесь не будет время для зоны комфорта для себя. Я имею в виду, чтобы побыть в уединении, заняться
какими-то любимыми вещами, потому что 9 Пентаклей – это жизнь хоть и в райском саду, но здесь акцент на том, чтобы создавать эти условия. Еще не пришло время именно наслаждаться или, знаете, говорю, расслабляться и кайфовать. Ваше все еще впереди, но это будет период активной работы, точно не отдыха. Так, ну и вообще отказываться от позиции, что, знаете, как само придет все в руки. То есть вам действительно для этого нужно будет приложить немало усилий. Чего сможете достичь вы за этот период? По 8 мечей. 8 мечей – это посмотреть на ситуацию, что вас ограничивает и как это, из этих ограничений выйти. То есть что является блокирующим фактором, как с этим работать. Сейчас даже посмотрю, в чем. У многих это касается вопросов личной жизни, когда вы не можете выйти из эмоциональных барьеров, ограничений, установок, гештальта прошлого. Тут, конечно, прямая дорога к психологу, потому что сами вы из этой ниши вы не вылезете. И сами себя ограничиваете, не позволяете себе быть счастливыми. Поэтому не воспринимайте это как-то так, знаете, несерьезно. На самом деле терапия с грамотным специалистом может дать очень значительный эффект. И совет вам по ситуации. Колесница. Движение, то есть не сидеть на месте. Это карта перемен, это карта активности. Осознание того, что нужно брать ответственность за свою жизнь в свои руки, и все ваши решения не будут иметь последствий. То есть, видите, вопросы выбора, все ложится на ваши плечи. Причем вам придется еще нести ответственность за третьих лиц. Также это карта переезда, смены места жительства, карта достижений, целей. И знаете, как благодаря вашей активности до достижения новых горизонтов. Что само по себе прекрасно, поэтому дерзайте, у вас все однозначно получится. Кстати, если кто-то здесь не решался на переезд, путешествие, смену места жительства или были страхи по поводу приобретения транспортного средства по принципу «Ой, у меня страхи, я боюсь водить», не нужно бояться, у вас здесь все получится, поэтому дерзайте. Вот таким вышел расклад у вас на этот период. Я верю в то, что информация вам будет во благо, и в то, что вы здесь можете найти зерно истины и использовать себе на пользу. Вас же я благодарю за внимание, с вами не прощаюсь, до новых видео.